Всем привет! Сегодня отправляюсь по грибы. Не знаю, что из этого получится, потому что лето было сухое, да и осень не сильно дождливая. Только неделю назад дожди прошли, да и то маленькие. Но люди говорят, что уже есть беленький появился. Так что сегодня хочу это проверить. Нахожусь в таком красивом осеннем лесу. Слева береза, справа сосны. Сейчас буду туда погружаться, да искать грибочки. Что буду находить, буду показывать. Но вы смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки, дизлайки. Приятного просмотра. Залез вот в такие дебри, увидел бугорочек, и вот он, красавчик, беленький, растет. Забираем. Вот там был беленький грибок, здесь видел другой бугорок. Приоткрыл, вот там очередной мухомор растет. Ладно, пускай себе растет. Но мы ищем дальше. Я помню, вот на этом месте год назад я шел на работу. Ну, грибной сезон еще как бы не начался, но я наткнулся здесь на грибы. А это, что вы знали, такая посадочка березовая, ну, метров 100 на 100. И теперь я периодически посещаю. И вот сейчас иду и опять сюда зашел. И начинаются появляться грибочки. Какой красавец, да, беленький? Оп. Вот он какой красавец. Хорошее местечко. Чей туфля висит. Это акация. Или не акация. Ну ладно, бог с ней. Какие-то грибочки торчат. Я не знаю, что это за грибочки. Мой это пята. Просто показываю. Я их брать не буду. Что могу сказать? Лес очень сухой. Несмотря на то, что прошел дождь. Такие мощные сосны стоят. Наверное, поряд стоим. Сейчас пойду в этот лесок здесь. Осины, березы, может что-то найду. А если ничего не найду, то пойду в левую сторону. Там есть болото по карте, очень большое. Похожу по краю, может удастся что-то найти. А пока нашел только два беленьких. Больше ничего, что можно взять. Ну, хоть природа красивая. Все, ищем дальше. А это что за чудо? Красное. Растет вот под таким дубом. Красного цвета. И тоже подушка. Первый раз такое вижу. Кто знает, напишите в комментариях. Нахожусь в такой глухой осиновой роще. Кажется, нашел вешенки.
если не ошибаюсь. А рядышком такие же самые, только белого цвета. Вот это серое, я уверен, что это вешенки. Я сейчас по запаху должен определить. Да, это они. Красавцы. А вот это что? Белого цвета. Даже не знаю. Их вот полно по этому дереву, которое упало. Ладно, ищем дальше. Вот еще, ребята, вешенки. Только другого цвета. Нашел такой мухомор. А над ним вот такая сухая береза. А на березе висят вешенки. Что нужно ходить и смотреть не только под ноги, а и наверх еще. Да, пахнут вешенками. И вот еще тоже вешенка. Пахнет хорошо. Это какой-то мухоморный год. Мухоморов в лесу полно, а нормальных грибов очень мало. Хожу, людей встречаю по пути, практически все идут пустые. Встретил двух мужиков, несли в ведре 2 переспелых масленка, но я такие бы не брал бы. Так что сейчас пойду на болото похожу. А вот и мухоморы, ребят. Красавцы какие растут. Вот один. Вот выглядывает. И вот их. Целая куча. Вот маленький. Кстати, даже мухоморы, говорят, употребляют в пищу. Некоторые товарищи для изменения сознания входят в транс. Да им там чудится всякая ерунда. Но я их пробовать не буду. В общем, сейчас иду на болото. Там должно быть немного сыра. Может, там что-то найду. Но пока не очень, не очень. Ну и вот, друзья, пришел я на местное болото. Земля под ногами такая мягкая-мягкая. Дальше тут туда идти не буду, чтобы не утонуть. А похожу сейчас. Вон березки желтеют вдоль этих березок. Но пока картина не меняется. Мухоморы, мухоморы, мухоморы. Может быть, что-то еще найду. В общем, чуть-чуть подсобирал. Несколько белых. Уже будет с чем домой идти. Но пока ничего интересного. Ох ты. Увидел под такой березой вот такой вот бугорочек. И да, друзья, это он. Красавчик беленький. Опа. Вырываем, берем. Иду, друзья, по лесу, скучаю, грибов не сильно много. Смотрю, виднеется вот такой вот красавец. Сейчас будем вырывать.
Нашел вот на таком старом пне переспевшие грибы. Думал вешенки, но что-то не похоже. И вот еще более помоложе. Кто знает, что это за грибы, напишите в комментариях. А вот и беленький появился. Как я только говорил, он еще молодой, правда. А только что я говорил, что мухомор — это предвестник белого. Вот он, вроде белый такой сидит. Берем. Он еще очень маленький. Забираем. Вот под такой сухой березой, кажется, показался подберезовик. Сейчас посмотрю, вон или не вон. Нет, друзья, это не подберезовик. Какая-то сыроежка. Кто знает, что за сыроежка, напишите. Вот нафига такое делать, я не знаю. Надо быть моральным уродом, чтобы посреди красивого леса мусорить. И такие картины я наблюдаю довольно часто. И дикий лес, никого, ничего рядом нет. И практически все превратили в свалку. То есть, что хоть деревяшки всякие, а встречаю пластик, бутылки, пакеты. Не понимаю, зачем сорить. Под березой опять-таки самые грибочки растут, как я уже показывал. Наверное, какие-то опята, я так думаю. Может, даже королевские. Не знаю, кто знает, пишите. Это что, ложный масленок? Подушка как у масленка, только более крупная ячейка. Не знаешь, не бери. Поломанный дуб, друзья. Такая шляпа торчит. Большая. Козырек. Прикольно, прикольно. Нашел такой бугорок, ногой ударил. А такая вот груздя оказалась. Может быть, и не груздя. Похож немножко. На сегодня, друзья, я буду это дело заканчивать. Такой сбор грибов меня не сильно устраивает. Обычно пойдешь, 2 ведра грибов наберешь и идешь довольный домой. Сейчас грибов маловато. Ну ничего, сейчас только середина октября. До ноября еще время есть. Может быть, дождь пойдет, да и грибы пойдут. Но несмотря на это, мне все равно удалось найти штук 5 белых. Я там точно не считал. Несколько вешенок. И вот тот гриб красный, что я не знал, что это такое. Я уже в интернете посмотрел. Это гриб из семейства трутовиков, так называемый тещин язык или печеночный гриб. Он вполне съедобный, но имеет свои вкусовые характеристики, немного горчит. Его можно жарить, варить, в общем, как всегда. Так что так. На сегодня буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч.